Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня мы с вами будем делать розу. Возможно, вы слышали, что во флористике, оказывается, выворачивают розы. Я недавно увидела это в одном из видео и решила попробовать сделать такую же розу. Мне очень понравился эффект нижних лепестков. Ну и это была моя экспериментальная роза. Я не думала, что я буду по нему делать мастер-класс, но все же. Сегодня мы с вами сделаем розу в одном цвете, она будет красная. Этот цвет бумаги был с градиентом, это номер 17А7. Поэтому если вы хотите розу с градиентом, то вам нужна другая бумага, или вы просто-напросто подбираете подходящие цвета бумаги. Для сегодняшней розы я буду использовать два оттенка бумаги, это зеленый и красный. От рулона красной бумаги я отрезаю 3 полоски. У нас должно получиться с этих 3 полосок 24 отрезка или 24 лепестка. Ширина полоски 3,5 см. И прямоугольники у нас получится 3,5 на 5,5 см. В нашей розочке получится 4 ряда лепестков, и каждый ряд будет состоять из 6 лепесточков. Ну а теперь мы все лепестки вырезаем и придаем им форму капельки. И так я делаю со всеми лепестками. Теперь мы откладываем 6 лепестков в сторону. Это будет последний ряд лепестков, и он будет обрабатываться по-другому. Ну а все остальные одинаково. Я беру деревянную шпажку и подкручиваю 2 края нашего лепесточка. Вы можете подкручивать тем инструментом, которым вам удобно. Мы подкрутили край лепестка, и теперь мы выгибаем посередине лепесточек. И со всеми лепестками делаем точно так же. Это будет середина нашего цветочка. Ну а теперь нам нужно сделать именно самые крайние лепестки. И так сказать, нам нужно сделать их вывернутыми. Поэтому мы берем наши 6 лепесточков, берем также деревянную шпажку и подкручиваем 2 края нашего лепестка. После этого переворачиваем лепесток к себе и выгибаем. Выгибаем уже внутри, чтобы наши лепесточки были загнуты вовнутрь. После этого переворачиваем и выгибаем край нашего лепесточка. Тем самым у нас получается вот такая интересная форма. Ну и собирать свой цветочек я буду на проволоку. Вы можете это делать на деревянной шпажке или на чем-то другом, смотря для чего вы будете их использовать. Берем первый лепесток и приклеиваем его к нашей проволоке. Приклеили, а теперь закручиваем наш лепесток. Я закручиваю так, чтобы проволоки сверху у нас не было видно. Первый лепесток готов. Берем еще 5 и приклеиваем их по кругу, формируя саму серединку цветочка. Приклеиваю, накладывая один на другой и не делая на этом этапе никаких рядов, просто по кругу приклеиваю все остальные лепестки. Тем самым у нас получится сама серединка. Этим способом также можно выбирать, какого размера хочется розу. Хочется ее большой или маленькой. Теперь мы берем еще 6 лепестков и делаем один ряд. Приклеиваем его между лепестками предыдущего ряда и накладывая один на другой на небольшом расстоянии. Я думаю, по ходу работы вы будете смотреть, на каком расстоянии будут приклеиваться у вас лепестки, так как с этих 6 лепестков нам нужно сделать всего лишь один рядочек. Приклеиваем все на одном уровне.
но на одном уровне, не сверху цветочка смотрите больше, а по низу цветочка. Тогда лепестки будут немножко раскрываться и цветочек не будет плоским. Клей я наношу только на низ лепесточка. Не подклеиваю ни края, ни где-либо еще. Получается, что третьим рядом мы точно так же приклеиваем 6 лепестков. Распределяйте их по кругу на одинаковом расстоянии. Также, если вы возьмете прямоугольники другого размера, больше или меньше, у вас получится роза разного размера. Так как этот способ очень удобен, нам нужен всего лишь один размер лепестков. Третий ряд лепесточков мы приклеили. Я на этом этапе ничего не выгибаю, ничего не делаю, а приклеиваю последний четвертый ряд наших выгнутых лепестков или вывернутых, как их правильно назвать. Приклеиваю я именно снизу в углубление. Наношу клей и между лепестками приклеиваю четвертый ряд лепестков. У нас на этом этапе получается очень смешная розочка. Наша розочка раскрылась, мы полностью приклеили все лепестки, и теперь я ее откладываю в сторону, для того, чтобы клей хорошо у нас застыл, и при дальнейшей работе у нас ничего не сдвигалось. Но пока у меня остывает клей, я сделаю лепесточки. Я беру 3 отрезка бумаги, я обычно беру произвольного размера, здесь приблизительно 3,5 на 6 сантиметров. Разрезаю их, вклеиваю вовнутрь проволоку и вырезаю форму лепесточка. Так как это у нас розочка, мне захотелось сделать лепесточки с зубчиками, поэтому я вырезала на лепесточки еще и зубчики. Наш лепесточек готов. Я делаю 3 таких лепесточка. После этого я снизу нашу проволоку обматываю бумагой. Можно использовать тейп-ленту.
кому с чем удобнее работать, и соединяю 3 листика вместе. Соединяю точно так же гофрированной бумагой. После этого выгибаю листики в нужную мне сторону. И делаем чашелистик для нашего цветочка. У меня был тот же отрезок бумаги, с которого я делала листики, поэтому у меня получился чашелистик с 4 листиками. Но интереснее смотрится, когда их снизу 5. Вырезаем зубчики, выгибаем посередине, подкручиваем край и приклеиваем к нашей розочке. Мне уже не хотелось от рулона вырезать маленький кусочек бумаги, поэтому я оставила так. Теперь нам нужно приклеить наш листик к цветочку, обкрутить все бумагой, и сама роза готова. Но нужно не забывать о самом важном. Теперь нам нужно вывернуть все лепестки. Когда я делала прошлую розу, я брала розочку коленками за ножку и выгибала. Так, мне кажется, лучше видно. Я брала нижние лепестки и как бы их выкручивала и растягивала так, чтобы наши лепестки смотрели вниз. И тем самым, смотря на розу сверху, мы можем растягивать все лепестки в том положении, как нам больше будет нравиться. И каждая розочка получится совершенно разной. Мне нравится эффект розы, который получился. В следующем видео я покажу вам букет, который я сделала из этих роз. Ну а вы не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны, ставить лайк, а также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео на моем канале. Пока-пока!